Здравствуйте, друзья! Меня зовут Оксана, я биолог, кандидат биологических наук, и сегодня я хотела бы поднять такую тему, как красота. И именно признаки мы считаем красивыми, для всех ли они одинаковы, и, собственно, рассмотрим множество примеров. Поэтому приготовьтесь не только слушать, но и смотреть это видео. Итак, друзья, сегодня мы поговорим непосредственно о красоте физической, красоте тела, лица и о том, как она могла сформироваться в результате полового отбора. Видео о половом отборе уже есть на канале, точнее есть две трансляции. Если вам интересна эта тема, посмотрите, пожалуйста, их. Итак, сегодня мы поговорим о том, какие уже следствия непосредственно у полового отбора в человеческой популяции. Какие признаки могут быть, можно считать результатами этого полового отбора. Как известно, половой отбор – это часть такого процесса эволюционного, один из двигателей, да, эволюционного процесса, который непосредственно, скажем так, противопоставляется в некоторых случаях естественному отбору. Впервые вопрос о существовании полового отбора у человека поднял еще Чарльз Дарвин, и он уже тогда обратил внимание на то, что некоторые признаки, которые отбираются самками у самцов, могут быть неадаптивными, то есть они противоставляются результату полового, естественного отбора, да, то есть идут в некотором диссонансе с ним. И действительно это так, когда мы говорим о существовании каких-то больших рогов оленей, хвостов павлинов, которые мешают их передвижению, да, выживанию, то мы можем сказать, что это на первый взгляд признак неадаптивный. Однако эти признаки дают огромное преимущество в репродукции, которые, судя по всему, перекрывают этот недостаток. И вот в таком неком балансе между естественным и половым отбором, собственно, идет эволюционный процесс. И одна из гипотез, почему это в принципе существует, потому что, скажем так, вид, такую вот потребность определенные признаки считать значимыми, более значимыми, чем другие. И, конечно, сразу хочу обратить внимание и сказать на то, что большинство этих выборов, да, этих критериев, они выбираются подсознательно. То есть мы не осознаем того, что определенный признак, пожалуй, будет свидетельствовать о здоровье, свидетельствовать там о плодовитости, о заботливости и так далее. Мы это делаем все подсознательно. Это все зарегулировано уже в подкорковых структурах нашего мозга, да, и происходит все таким образом, что просто определенные признаки, которые мы наблюдаем, когда мы видим, скажем так, определенный признак у потенциального партнера, у нас срабатывает наша система вознаграждения, и мы испытываем некие положительные эмоции. Не всегда даже мы это испытываем как непосредственно какую-то эмоцию радости, да, а просто это может быть в виде такого неосознанного желания находиться вместе, больше общаться, больше уделять времени. Скажем так, мы должны вот это вот осознавать, то, что при наблюдении можно разделить на две большие группы. Нейробиолог, нейропсихолог Вилия Нур, это индийский нейропсихолог, который много исследовал на тему как раз-таки в том числе восприятия, нашего восприятия и обработки красоты. Он выделил два вида красоты, которые, в общем-то, очевидно, можно выделить и в красоте внешности, в красоте тела, в том числе это красота баланса или гармонии, или красота среднего, и красота смещения, или же красота чего-то интересного, чего-то вызывающего реакцию новизны, чего-то смещенного, да, от этого среднего. Но обычно все-таки мы предпочитаем то смещение, которое имеет определенную тенденцию. А что это за тенденции, мы будем говорить с вами в течение этого видео. Итак, первое и очевидное критерий при выборе партнера – это критерии здоровья. И эти критерии здоровья, они, конечно, отражаются непосредственно во внешнем виде, в виде, скажем так, целостности тела, да, наличия всех его частей. Но не только, скажем так, на таком вот крупном масштабе, да, то есть человек должен быть здоровый, иметь хорошую там массу тела, это очень важно, потому что как раз-таки вот эта вот наша нелюбовь к избыточной массе тела, к ожирению, она является тоже следствием того, что, видимо, в течение своей эволюционной истории мы предпочитали все-таки
партнеров, которые находятся в области средних значений массы тела, без недостатка массы тела, но и без большого избытка ее, потому что, в общем, все это может быть связано с какими-то проблемами в здоровье. Хотя, конечно, это все меняется, да, в зависимости от эпохи. Все эти признаки, они могут быть вариативны, тоже с вами это оговорим, потому что наверняка будут комментарии о том, что красота еще и зависит от эпохи. Итак, критерии внешней красоты – это чистая гладкая кожа, и действительно исследования подтверждают то, что это один из первых главных факторов, на которые обращают внимание оба пола при выборе партнера, и какие-либо изъяны, недостатки кожи сразу подсознательно делают партнера менее привлекательным, даже в экспериментах, там, где все остальные черты сохранялись. Второй признак – это волосы, их наличие, густота, длина, насыщенность. И это на самом деле тоже такая, возможно, не совсем очевидная вещь в нашу эпоху цивилизации, да, триумфа цивилизации, когда мы можем спокойно выбирать себе шампунь для своего типа волос, но наши предки сформировались в саванне, в диком лесу, в условиях, где были проблемы с гигиеной, были проблемы с паразитами, и в том числе это сказывалось, естественно, в первую очередь на качестве волос, да, потому что это, ну, скажем так, та область, в которой легко поселяются паразиты. И вот как раз-таки наличие волос считается вот одним из таких вот признаков, на которые действительно шел отбор. Особенно это касается женщин, да, есть там вопросы спорные такие, скажем так, гипотезы эволюционные, зачем же все-таки там сохранились волосы, ну, в частности, вот на голове. С одной стороны, есть гипотеза о том, что это помогает, да, определенным образом от перегревания, с другой стороны, ну, то есть непосредственно защищает мозг, с другой стороны, как раз-таки то, что это связано непосредственно с половым отбором, в частности, вот с тем, что, в общем, это является признаком предпочтительным. Ну, это точно так с волосами на лице у мужчин, да, то есть усы и борода, они, собственно, никакой утилитарной функции, как уже доказано, не имеют. И вот, собственно, это все зависит очень сильно от условий, скажем так, окружающей среды. Поэтому в том числе в любом случае давление отбора на этот признак работает. Итак, зубы. То же самое, совсем неочевидная вещь, потому что наши предки, как известно, люди до, скажем так, периода, да, исчисляемой истории, они жили в диких условиях, да, соответственно, без какой-то возможности там заботиться о здоровье ротовой полости. И часто вообще утрата зубов была таким, скажем, там, ограничивающим продолжительность жизни фактором, да, потому что люди питались смешанной пищей, да, то есть в том числе твердая пища составляла там значительную часть нашего рациона, и вот как раз-таки утрата зубов, она фактически приводила к тому, что человек не мог питаться, да, ну или, по крайней мере, его возможности, его там рацион значительно сужался, ему было значительно тяжелее выжить. И поэтому, соответственно, зубы мы теряли достаточно рано. И, соответственно, чем моложе человек, тем больше и здоровее у него зубы, да, они там белее, не имеют кариеса, потому что кариес тоже была значительно такая проблема у наших предков, которые жили в диких условиях. По поводу массы тела, как мы сказали, уже должна быть в норме, да, не слишком большая, не слишком низкая, для того, чтобы, опять-таки, сигнализировать об отсутствии каких-либо нарушений, болезней и так далее. Но опять-таки ровная осанка, с одной стороны, это опять-таки свидетельствует об отсутствии проблем с костной системой, скелетом, с другой стороны, опять-таки, об этом тоже важно сказать, что существуют исследования, которые, опять-таки, говорят о том, что форма, ну, скажем так, осанка, да, то, как человек держит спину, особенно это касается мужчин, сигнализирует о его иерархическом ранге. Это так и у приматов, то, что самцы, которые имеют более низкий ранг, они как бы наклоняются
присутствие вожака, который расправляет плечи. И, в общем-то, возможно, что эта тенденция, она у людей тоже присутствует. По крайней мере, согласно исследованиям, мы таким образом на это реагируем. То есть мы способны интерпретировать осанку как предиктор некой уверенности в себе и более высокого социального ранга. Итак, следующий критерий, о котором следует сказать в первую очередь, то, что более усредненные лица и тела, в том числе, кажутся нам более красивыми. Существует огромное количество исследований, вот в частности, те фотографии, которые вы сейчас видите из исследования лаборатории Лиз де Брун и Бена Джонсона, которые показывают то, как усредненное лицо является, в общем-то, и воспринимается большинством респондентов, да, которые отвечали на вопросы в данном исследовании, воспринимается как более симпатичное по сравнению с любым, которые входили в исследования, да, которые входили в этот составной портрет. Ну вот можете посмотреть, из каких портретов составлено. То есть, в общем-то, все женщины, которые здесь находятся, имели такой средний уровень привлекательности, да, то есть какие-то особые выделяющиеся черты, тогда как можете посмотреть, что средний портрет лишен всех этих особенностей, да, это просто такое усредненное, приятное, нейтральное лицо, которое в том числе вы бы, скорее всего, с трудом запомнили. И вот как раз-таки гипотеза того, почему возникает такая ситуация, да, почему мы любим именно усредненные лица, это как раз-таки то, что наш мозг, в общем-то, любит информацию, которая обрабатывается легче и быстрее. То есть нам легче не анализировать какое-то лицо, а воспринимать его на основании той информации уже, которая была. И когда мы видим какое-то лицо усредненное, такое вот более нам уже знакомое, мы сразу испытываем радость, да, эмоцию, то есть наша система вознаграждения активизируется, и мы испытываем такое чувство, как будто бы мы уже встретили нашего знакомого. То есть наша зона распознания лиц реагирует так, как будто бы мы видим уже знакомого человека. Именно поэтому в сфере, вот только что мы смотрели, да, там примеры из рекламы, там, где действительно признаки здоровья, они вот эксплуатируются как такой как раз-таки предмет, скажем так, подчеркивания, да, качества, то здесь как раз-таки вот, если мы видим выбор, как выбираются модели, как выбираются различные телеведущие, да, ну там сейчас не как-то блогеры, наверное, тоже, в общем, различные вот люди в области массового такого вот общения, это выбираются люди с нейтральными лицами. Есть определенные, ну, можно сказать, да, что там есть другие модельные типажи. Эта тема тоже подлежит как бы обсуждению, но, скажем так, для такого вот массового какого-то продукта лучше всего, если человек будет иметь такую классическую нейтральную внешность. Еще один признак, который может сигнализировать о хорошем здоровье, точнее именно о стабильном развитии, это симметрия. Это в том числе подтверждает опять-таки предыдущий тезис об усредненности, поскольку усредненные лица, они действительно нивелируют все недостатки, все особенности, которые были у носителей, скажем так, в которые входили, да, в эти составные портреты, все недостатки убираются и получаются симметричные лица. И опять-таки это показатель стабильности развития, поскольку изначально мы являемся двусторонне билатерально симметричными животными, и наши тела формируются изначально, то есть наша программа, которая заложена в наших генах, да, она предполагает симметричное развитие. И какие-то уже отклонения от этого развития, да, какие-то шумы, они приводят к тому, что мы визуально можем оценить как определенное отклонение от среднего, да, от этой вот оси симметрии. И, конечно, все мы имеем определенную степень асимметрии, и это является нормальным. И наверняка вот вы в интернете встречали множество
вот таких вот изображений, да, там, где берут правую и левую половину лица, отражают и говорят, вот, посмотрите, какой рот получился, нужно быть на самом деле несимметричным, но на самом деле это просто методологическая ошибка, когда у нас изначально есть какая-то асимметрия, допустим, смещение носа в одну сторону, и когда мы совмещаем две эти половины, у нас, естественно, нос получается в 2 раза шире, да, чем обычно в среднем там у человека. Мы поговорим, кстати говоря, как это в среднем. Или же, допустим, вот там брови оказываются намного дальше, ближе и так далее, или же лицо оказывается слишком широким или слишком узким. И вот как раз-таки в этом проблема данных исследований. Если же взять, вот как справа на вот этой черно-белой картинке, взять лицо усредненное, убрать все вот эти вот смещения, да, и просто сделать лицо либо симметричным, либо немного несимметричным, то все-таки симметричное лицо выигрывает. Ну, можете посмотреть и оценить сами, которое вам нравится больше, правое или левое. И большинству людей нравится вот это вот правое, более симметричное лицо. Итак, когда асимметрия бывает выгодна, скажем так, когда она не является критичной в случае с мужскими лицами. Почему так? Потому что тестостерон, особенно высокое влияние эмбрионального тестостерона, оно ускоряет развитие, скажем так, и способствует вот формированию вот этой вот асимметрии. Надо сказать, что этот процесс не до конца изучен, но, скажем так, процесс развития протекает с большими шумами. Можете посмотреть, опять-таки, сейчас на эти две пары лиц. Во всех лицах, да, наблюдается выраженная асимметрия, но в каких случаях, как вам кажется, лица воспринимаются более приемлемыми, да, более симпатичными. Ну вот большинство респондентов обычно отвечает в подобных исследованиях, что мужские лица, скажем так, симпатичнее, когда имеют асимметрию, нежели женские с такими же особенностями. Итак, почему же все-таки на основании каких законов, да, возникает вот эта вот наша способность воспринимать красоту, что мы воспринимаем красивым? Итак, существует так называемая пропорция, баланс золотого сечения, да, о котором вы наверняка много слышали, его используют везде в архитектуре, его находят везде в строении живых объектов, в движении планет и так далее. То есть это пропорция, которая обозначается числом фи, соотношение 1 к 1,618, да, и дальше там идут числа. Или же, если говорить проще, то это отношение двух отрезков, при котором большая часть относится ко всему отрезку, при которой меньшая или же, иными словами, это выражается таким образом, что это отношение двух отрезков, при котором меньшая часть относится к большей, так же как большая относится ко всему отрезку. И, собственно, вот эти самые пропорции и находят в лицах, да, и во всех объектах пытается искать. Ну вот, в частности, это вот одно из недавних исследований, в которых показано, что в лице работает как вертикальная, так и горизонтальная пропорция золотого сечения. Ну вот, в частности, тут можно посмотреть то, что это выражается в том, что расстояние между глазами, например, соответствует ширине одного глаза, да, то есть если мы рассматриваем целый отрезок как всю линию глаз, то вот как раз-таки один глаз составляет примерно 1/3. Точно так же нос должен находиться в пределах линии между зрачками. Если говорить о вертикальной пропорции, то каждая треть лица составляет примерно 1/3, да, то есть оно должно быть пропорциональным. Ну и вот много таких вот измерений, которые, собственно, выражаются как раз-таки вот этой вот пропорцией. И вот можно на примере тоже, смотрите, приведены примеры вертикальных и горизонтальных пропорций, их отклонения. Ну, тут уже обведены, но можете для себя проверить, как вам
кажется, действительно ли вот эти вот обведенные лица являются наиболее привлекательными среди окружающих, или это не так? Ну, вот большинство респондентов в данном исследовании как раз-таки так и ответили, что действительно лица, которые соответствуют данной пропорции, да, то есть наиболее сбалансированные, они действительно являются для них более симпатичными. И опять-таки вот этот вот баланс, вот этот вот визуальный вес, который мы можем наблюдать в лице, он является тоже показателем стабильности и сбалансированности развития, то, о чем мы говорим. И вот известная маска, да, она называется маска Макгварда по имени ее разработчика Стивена Макгварда, который был пластическим хирургом и лицевым хирургом, да. И вот как раз-таки он разработал вот эту маску отдельно для мужского, для женского лица, якобы идеальные пропорции, при которых наблюдается вот полная такая вот гармония, да, наиболее гармоничное сочетание сбалансированных признаков лица. Эта маска также существует в профиле, существует с улыбкой, ну, как показывает практика, что люди, которые соответствуют ей в анфас, они соответствуют и в других измерениях, да, за счет того, что наше лицо достаточно пропорционально развивается в трехмерном пространстве. И вот я привела примеры тех людей обоих полов, которые максимально точно, ну вот из известных мне примеров, соответствуют этой маске. Ну, в частности, вот Грейс Келли, которая является носительницей такой классической, да, каноничной красоты, это княгиня Монако, актриса известная, и вот рядом с ней еще я привела примеры Катрин Денев, тоже носительница классических пропорций. Недавно в каком-то из годов вот стала тоже на основании измерений пропорций золотого сечения Эмбер Хёрд тоже была признана одной из самых красивых, да, или как там, самой красивой женщиной в мире за счет того, что как раз-таки ее пропорции вот идеально ложатся в эту маску. Ну и вот можете посмотреть других представительниц данного типажа, которые совершенно точно туда вписываются. Это вот Шерон Стоун, Шарлиз Терон, актрисы, да, которые, опять-таки, обладают такими сбалансированными лицами. Что нужно сказать об этих лицах? Что первое, что приходит в голову при взгляде на них, это действительно вот эта вот сбалансированность и усредненность. То есть это не какие-то супер экзотичные, да, там лица, их красота именно вот в этом вот балансе, что и, собственно, выражается вот этой вот маской. Ну вот я тут для интереса тоже свое лицо, надо сказать, что все части лица находятся на своих местах, есть там некое такое ширина, да, в области носа, как бы хорошо известно, и высокие брови. Кстати, высокие брови довольно у многих женщин это признак полового диморфизма, поговорим о нем попозже. Итак, теперь то, что касается мужчин. Посмотрите, пожалуйста, тут у нас непосредственно в маске у нас Дженсен Эклс, актер, да, сериала «Сверхъестественное», который, в общем, тоже его исследовали, что он действительно идеально подходит под эту маску, под эти пропорции. Ну, еще вот я сюда подобрала Ален Делона, который тоже является, да, эталоном красоты, и вот как раз-таки такой вот сбалансированной красоты. И сюда же нужно было еще кого-то добавить. Вот я добавила Генри Кавилла, хотя нужно сказать, что у него лицо, с одной стороны, оно действительно очень сбалансировано, с другой стороны, оно также наделено некоторыми дополнительными маскулинизированными признаками, поэтому оно не совсем такое уж сбалансированное. Видите, что оно выглядит немного более мужественным, как будто бы по сравнению с лицами Дженсена и Ален Делона. Ну, вот такие вот примеры. Пойдем дальше. Следующий критерий, который играет большую роль конкретно у женского пола, это признаки молодости. Молодости и почему это так важно для женского пола? Потому что у женщин, в отличие от мужчин, репродуктивный возраст сильно ограничен, да? То есть способность к деторождению, она снижается с возрастом, и существует такой феномен, как менопауза, когда уже женщина в определенном возрасте вообще не способна иметь детей. У мужчин отсутствует менопауза, да, отсутствует как-то пострепродуктивный период вообще, то есть
период снижения репродуктивности. Хотя мы говорили о том, что все-таки их репродуктивная ценность тоже очень сильно снижается, даже больше, чем у женщин. Но тем не менее, отбор шел именно в таком направлении, что женщины, женская молодость, да, она особенно ценилась. И не только молодость, но еще и девственность. Потому что в условиях стаи, когда, скажем так, наш вид жил большими коллективами, существовала такая тенденция к тому, что ну, существует у нас объективно биологически возможность измен. Да? И вот в данном контексте очень важно быть уверенным в том, что скажем так, женщина, которую ты выбрал, она действительно является девственной, она, по крайней мере, является не беременной в данный момент, и наилучший способ это сделать, ну как, соответственно, чем она моложе, да, чем она еще раньше от начала своего репродуктивного периода, тем она является более предпочтительной партнершей. И в связи с этим у нас закрепились вот эти вот детские черты, они еще называются неотеническими, да, от неотении, это, собственно, переход детской формы к половому размножению. И также еще их можно называть педоморфными, да, ну это такой какой-то грубый термин, но тем не менее. То есть черты строения, которые указывают на детскость лица. И что сюда относится? Вот прям можем посмотреть на примерах тех лиц, которые я выбрала. Смотрите, во-первых, овал лица, то есть лицо более закругленное с выраженным подкожным жиром, да, такая форма лица ближе к круглой, а не овальной. Если вот мы сравним, допустим, с лицами предыдущей выборки, посмотрите, вот женщины, которые имеют сбалансированные черты лица, у них все-таки форма лица отличается, форма глаз, то есть вот мы сейчас как раз можем сравнить с этой выборкой. И очень много надо сказать, вот азиатских женщин имеют именно такой типаж, да, там, видимо, шел такой более сильный отбор на эти черты. И ну, надо сказать, что там и мужчины имеют подобные черты, и именно поэтому там многим западным мужчинам нравятся восточные женщины в связи с тем, что они имеют вот этот вот все такой набор этих признаков. Итак, мы сказали уже, меньше высота лица по отношению к ширине, то есть более округлое, более компактное лицо. Заостренный подбородок, тоже детский признак. Более распахнутые глаза, да, если мы говорим о том, что есть разные формы глаз, там есть глаза газели, такие вот газели, как будто бы оленя, да, олененка, глаза Бэмби, то вот это вот как раз тот вариант. И если мы говорим, что есть там какие-то более узкие, вытянутые, миндалевидные, листья глаза сирены, то это вот относится к таким более таким взрослым уже, да, типажам. Детский признак — это конкретно вот эти вот более округлые, широкие, распахнутые глаза. Брови более слабые, более тонкие, чем мужские, и это еще и признак влияния эстрогенов, поэтому тут дополнительно, то есть брови не должны быть слишком ярко выраженными. Нос меньше, да, чем в среднем, более маленький, компактный и более округлый, то есть детский, понятно, более такой не острый, да, округленный. Губы тоже, опять-таки, маленький рот, но достаточно пухлый, то есть такая вот компактные все черты лица, достаточно пухлые, полные, но компактные. Опять-таки, острый подбородок, мы уже об этом сказали. И вот такой вот, собственно, вырисовывается у нас вот такой вот типаж. Итак, следующая группа признаков – это признаки, которые свидетельствуют о так называемом половом диморфизме или половых отличиях, да, межполовых отличиях. Вот посмотрите, пожалуйста, примеры лиц, которые были приведены в исследовании Вот посмотрите, пожалуйста, эту подборку лиц из исследований Токинава 2021 года, который был опубликован в журнале Nature, и определите для себя, можете ли вы понять, где из этих вот 7 лиц находится граница между мужским и женским лицом. Посмотрите на сами лица, анфас, профиль.
Ну, для меня достаточно интуитивно понятно, что четвертое лицо является мужским, да, а пятое женским. В общем-то, так решает большинство действительно участников исследования, но все-таки мы видим, что по мере удаления от этого среднего, да, от этого центра, лица становятся более насыщены какими-то полуспецифическими признаками. Лицо номер 4 по центру, оно является гендерно-нейтральным, скажем так, оно может принадлежать как мужчине, так и женщине. Ну и, собственно, тут можно проследить, какие признаки, собственно, являются признаками этого полового диморфизма. Давайте посмотрим. Первое, что бросается в глаза сразу, это общий размер, правильно, размер головы, и он соотносится также с размером тела, это отношение высоты к ширине лица, то есть у женщин лица более низкие, более округлые. Как мы уже сказали, это опять-таки связано с тем, что у них шел отбор на эти анатомические признаки более жесткие. Второе, то, что вот посмотрите ниже, это рельефные маски, да, которые могут отражать вот как раз-таки эти особенности, то ли более плоский лоб, у женщин более выпуклый, более низкие густые брови у мужчин, меньше нос, шире рот. Это вот признаки такие вот маскулинные. Ну и, соответственно, у фемининные все наоборот. Больше, вот если профиль смотреть, опять-таки, меньше нос, меньше его выступания, да, и больше угол наклона у мужчин, чем у женщин. То есть у женщин более вздернутые носы, более легкие подбородки. Я думаю, что вы это все видите. Итак, теперь давайте посмотрим на конкретных представителях, как выглядят очень ярко выраженные маскулинные и фемининные признаки, да, признаки полового диморфизма. Ну, давайте начнем вот с того, как я это перечислила. Итак, костная структура. Это первое, то, что бросается в глаза при ярко выраженном маскулинном типе. Выраженная костная структура, острые скулы, острые углы нижней челюсти и подбородок. Вот эти вот точки, они очень ярко выражаются на мужском лице и в женском лице. Во-первых, присутствует более мягкая сглаженная костная структура. Это опять-таки связано в том числе и с менее развитой мускулатурой, да, в том числе жевательной, поскольку мы вот видим, что у мужчин, вот у Дамиана Давида очень яркий такой признак, и, в общем, Генри Кавилла, это вот выраженные углы нижней челюсти, они связаны с развитой жевательной мускулатурой. У женщин в связи с общим слабым развитием мускулатуры эти признаки менее выражены, а также более развит подкожный жир, который, опять-таки, сглаживает и закругляет, смягчает все эти углы лица. Ну, посмотрите, вот, например, Анджелина Джоли, которая славится, да, тем, что, ну, говорят, что это результат пластической операции, то, что эти углы у нее искусственные, и, тем не менее, посмотрите, насколько отличается их выраженность от углов у того же Дамиана, у которого они являются естественными. И дальше поговорили про структуру, линия роста волос. Линия роста волос, она как раз-таки связана с вот тем признаком, который мы смотрели, это выпуклость лобной кости. То есть выпуклый лоб, который присутствует у большинства женщин, он является как раз-таки тоже детским признаком. У мужчин лоб более уплощенный, из-за этого у них линия роста волос имеет такой квадратный или М-образный вид. У женщин линия волос обычно более округлая. Глаза, опять-таки, уже поговорили. Женский признак более округлые, раскрытые глаза олененка, да, у мужчин это узкие миндалевидные глаза, глаза сирены, глаза кого там еще, ну, в общем, вы поняли, в чем смысл, то есть высота глазной щели гораздо меньше. Следующее, брови, опять-таки, низкие, нависшие и густые брови, это признак маскулинности. Тестостерон, да, усиливает рост волос. Кроме того, это, по-видимому, все-таки является, опять-таки, растительность на лице является таким признаком, на который шел отбор. И вот в данном случае как раз-таки он тоже здесь более присутствует у мужчин, да, брови опять-таки ниже нависают над
глазами, и это в том числе связано и с проявлением эмоций, надо сказать. Когда мы с вами, у нас есть видео отдельное о проявленности эмоций в лице, и опять-таки низкие опущенные брови не являются такой проявлением эмоций гнева, да, суровости, тогда как поднятые глаза — это признак, и опять-таки это связано с влиянием тестостерона, и более поднятые, открытые глаза, поднятые брови — это признак открытости, признак доброжелательности. Когда мы хотим показать свою расположенность кому-то, мы, в общем-то, поднимаем брови, и это вот тот признак, который закрепляется у женщин. Меньше нос, опять-таки детский признак у женщины, более крупный у мужчин, более пухлые и губы, и меньше, да, по размеру, тогда как у мужчин более широкий рот с узкими губами. И опять-таки подбородок, мы сказали, более мягкий, заостренный, и более костный и выпуклый у мужчины. И вот как раз-таки размер вот выступания подбородка, это является тоже таким признаком, который сигнализирует о маскулинности, и считается, что о социальном статусе, да, с чем это связано, с тем, что, опять-таки, когда расправляются плечи, расправляется осанка, челюсть подвигается вниз, попробуйте вот наклонившись, как выглядит ваше лицо, и часто вот для того, чтобы исправить прикус человеку, им на самом деле корректируют осанку, и прикус сам становится на место, да, вот этот вот задний дистальный прикус, он исправляется на нормальный. И вот здесь как раз-таки, возможно, изначально это было связано как раз-таки с такой вот позой подчинения, и постепенно в результате полового отбора это закрепилось уже в виде такого стабильного признака фенотипического. Итак, дальше, половой диморфизм, куда же без этого? Тело. Признаки полового диморфизма в теле, наверное, наиболее выражены, да, и тут нужно сказать, что наш вид, в принципе, относится к видам со средним половым диморфизмом, по крайней мере, вот если рассматривать наши тела, поскольку, например, у других близких к нам обезьян, какие-то обезьяны, это гориллы, орангутаны и шимпанзе, у них есть гораздо больше отличия по массе тела, например, самец гориллы весит в 2 раза больше, чем самка, тогда как самцы, да, мужчины весят, ну, скажем, там, сколько там, на 10-20% больше, чем женщины в среднем. Ну и к тому же по этому признаку существует очень большой разброс, есть очень много, да, женщин, которые весят как мужчины, и наоборот. Поэтому еще опять-таки наш образ жизни, надо сказать, что он значительно вообще внес коррективы в это, да. Так что, ну, все-таки есть некоторые особенности, которые, по крайней мере, нам заметны. Может быть, наблюдателю другого вида они казались бы не столь существенными, но нам они заметны. Итак, то, что касается формы тела у женщин. В теле заострены признаки, которые связаны с ее фертильностью, то есть способностью к деторождению, и в то же время с девственностью, да, то есть не беременностью. Это плоский живот, круглые бедра и грудь. Плоский живот нам сигнализирует о небеременности, то есть не нам, а самцам. И как раз-таки круглые бедра, широкий таз о способности к, ну, хорошей, скажем так, вероятности, высокой вероятности вынашивания. И посмотрите, вот, пожалуйста, древние, да, я тут привела примеры таких вот древних изображений. Это вот эти вот и вот посмотрите, пожалуйста, примеры как бы древних изображений, да, еще вот до исторической эпохи, когда те же самые признаки вот феминности, они обострялись. Выпуклые ягодицы, они являются таким тоже самостоятельным признаком у женщины, на который шел отбор. И вот это вот, даже вы можете увидеть вот вверху картинка с таким экстремальным накоплением жира в области ягодицы, бедер, это называется стеатопигия, она характерна для некоторых африканских племен, да, и вот вообще в
таком вот, как это сказать, в негроидной расе у них распространена такая вот форма тела, ну, видимо, в какой-то мере вот мозаичная, да, то есть не полностью вот все гены проявлены, а частично, и у них действительно вот очень выражено вот это вот отложение жира при общей худобе и такой изящности, это называется грацильности скелета, у них довольно сильное отложение в области бедер. И из-за этого, кстати говоря, их, в общем-то, вот фигуры считаются достаточно такими эталонными и ценными. То, что касается, опять-таки, мужских фигур, ну, тут опять-таки все понятно, это признаки, связанные с развитием физической силы, это качество, да, и развитость мускулатуры, и опять-таки первичные непосредственно половые признаки, которые, кстати говоря, обычно скрываются, да, которые, возможно, и не являются. То есть это вообще вопрос такой спорный, является ли, ну вот то, что нужно сказать в сравнении с нашими ближайшими предками, то, что у нас является минимальный, да, в нашей линии размер семенников, что, возможно, свидетельствует о моногамии, поскольку крупные семенники, они свидетельствуют о так называемых спермовых войнах, то есть соревновании сперматозоидов за оплодотворение внутри половых путей самки. Понятно, когда это происходит, когда сперма разных самцов, да, попадает в половые пути одной самки. У человека этот признак отсутствует. То есть, вероятнее, это как раз-таки за гипотезу моногамности, да, преобладающей. С другой стороны, у нас в нашей линии, опять-таки, наиболее крупный половой член, и с чем это связано, тоже не до конца понятно, но, опять-таки, гипотеза о том, что, возможно, для максимальной, скажем так, повышение вероятности оплодотворения, да, поскольку не факт, что со скрытой овуляцией самка будет оплодотворена в нужное время для того, чтобы максимально, оптимально, скажем так, доставлять сперму до места оплодотворения, с одной стороны, но с другой стороны, возможно, это тоже считается было признаком такого удержания партнерши, да, то есть привязывания определенного, так же, собственно, как и сам женский оргазм тоже считается, что выполняет подобную функцию. Но это вопрос спорный, но тем не менее признаки такие существуют. Итак, вопрос, который, кстати говоря, иногда задают, что не так с людьми, да, которые преувеличивают гипертрофированно преувеличивают какие-то свои признаки, а именно те самые вторичные половые признаки, то есть мускулы, да, у мужчин, вот эти вот, о которых мы поговорили, скулы, челюсти, то есть там костное выступление, ну, у женщин, очевидно, это то самое соотношение талии и бедер, которое, ну, скажем так, оптимальным считается в районе 0,68-0,7 отношение талии к бедрам, вот сколько бы, какие там, хотя говорят, что стандарты красоты меняются, но сколько бы вот не менялось общее представление о полноте, худобе, да, это зависит там от социального положения в обществе в данный момент, как это сказать, ситуации, да, социальный уровня благополучия, в общем, данного социального слоя. Тем не менее, соотношение талии к бедрам, оно остается постоянным и не зависит от общей массы. То есть масса тела может там быть повышенная, но тем не менее, вот оптимальное соотношение такое, как мы вот видели на модели, которая якобы плюс сайз, да, по современным представлениям, тем не менее, у нее вот прекрасно сохраненное это соотношение талии к бедрам. Итак, вот здесь вот как раз-таки на этих изображениях мы видим гипертрофированные признаки, то есть вот Дита фон Тизу, который преувеличенное, скажем так, ну, точнее, преуменьшить, да, отношение слишком узкая талия к широким бедрам. Модель с самой крупной грудью, не знаю, как ее зовут, это вот ниже мисс Донбасс с увеличенными губами, да, на лице, такими вот экстремально увеличенными. Ну и, собственно, Ким Кардашьян, я думаю, в этом ракурсе она более узнаваема, чем в других. И вот, собственно, мужчины в виде, опять-таки, какие тут признаки, вот, Арнольд Шварценеггер, да, со своими мускулами. Вот, обратите внимание, вот фотография моего приятеля с, опять-таки, таким очень характерным признаком маскулинности, такой развитый вот этот вот вторичный волосяной покров, борода. Кстати говоря, мы еще не затронули тему бороды, да, немного там и волос на лице. То есть исследования на эту тему показывают, что женщинами предпочитаются лица с умеренной, скажем так,
от умеренной до интенсивной небритости и легкой бородой, то есть не совсем большой, но опять-таки ухоженной, неухоженная борода, она работает как отрицательный стимул, да, ну вот как раз-таки тут мы видим, в общем, все и мускулы, и там, где положено, да, и все вот эти вот вторичные признаки вторичного волосяного покрова развиты, и наличие бороды, в общем, все тоже целый набор суперстимулов. И вот ниже как раз-таки это уже тоже результат пластических операций. Очень интересно, кстати говоря, для меня были такие субъекты, братья Богдановы. Это двое братьев русского происхождения, которые ввели во Франции, они физики по образованию и физики, собственно, по своему роду деятельности. Они вели популярные передачи на французском телевидении о популяризации физики, да, научной. И вот постепенно они меняли свою внешность в сторону такой повышения маскулинности, как видите, тоже такие гипертрофированные подбородки, скулы. Все это, вот видите, несмотря что люди, казалось бы, занимаются вот совсем другими вещами, видите, вопросы вот внешнего вида и маскулинности им совсем не чужды. Итак, интересная тема, которую мы не можем не затронуть, да, на нашем канале, как обычно, это то, как связаны внешние признаки с поведением. И вот как раз-таки в очередной раз я привожу результаты исследований лаборатории Николаса Хольцмана из Нью-Йоркского университета. И еще одно исследование — это Мика Лен 2015 года, которые показывают о том, что есть действительно связь между проявлением признаков полового диморфизма и чертами личности. Но в частности, если это все обобщить, согласно обоим исследованиям, признаки маскулинные связаны с повышенными такими набором признаков, которые ассоциированы с психопатией и нарциссизмом. А это конкурентное поведение, большая ориентация на, скажем так, конкуренцию, краткосрочные связи, на вступление в такие вот, ну, такое вот оппозиционное, да, конфронтирующее поведение, склонность к доминированию, все вот эти вот признаки, что, собственно, и не являются, да, для нас сюрпризом, для людей, которые знают о существовании половых гормонов, не является таким вот неочевидным. И вот можете посмотреть, сравнивают лица с низкими и высокими значениями признака, и можете посмотреть, что действительно более маскулинные лица с теми признаками, которые уже обсудили, они имеют повышенное значение признаков психопатии и нарциссизма. И вот непосредственно в исследовании Ленца, о котором я сейчас сказала, вот эта картинка из этого исследования, показано, что эти же признаки, они и непосредственно скоррелированы с маскулинностью, да, то есть вот этот ряд с низкой психопатией, нарциссизмом и пониженной маскулинностью, здесь лица между собой более похожие, соответственно, в другом ряду с высокой психопатией, нарциссизмом и маскулинностью лица тоже между собой более похожи, то есть эти признаки скоррелированы. И вот сюда я выбрала еще один признак такой в исследованиях Николаса Хольцмана, как приятность. Приятность имеется в виду готовность к социальному контакту и компромиссу. И тут обратная ситуация, то есть как раз-таки высокие значения приятности, они скоррелированы с более фемининными признаками. Смотрите, высокие брови, распахнутые глаза, круглое лицо и так далее. И то же самое, естественно, наблюдается в мужской выборке. Опять-таки, более, ну, и низкие значения по всем этим признакам, как вы понимаете, они связаны с пониженным половым диморфизмом или же повышенными фемининными признаками у мужчин. И что из этого следует? Из этого следует еще одна такая важная эволюционная концепция, которая состоит в том, что отбор в нашей популяции учитывает не только признаки, опять-таки, маскулинности, а и признаки хорошего отношения. Поскольку мы говорим, что все-таки самки выбирают в связи с моногамными отношениями, да, самца на какую-то длительную перспективу, ну и кроме того, он должен вносить свой вклад в заботу о потомстве. В связи с этим возникает
как раз-таки вот это вот не только предпочтение более мужественных мужчин и лиц, но и, скажем так, более заботливых. Поэтому здесь вот возникает определенный компромисс в этой области, о котором мы еще поговорим немного позже. Итак, а пока поговорим как раз-таки о том, с чем могут быть связаны, опять-таки, вот эти вот неидеальные черты, и, ну, точнее, с чем они связаны, это понятно, с особенностями развития, да, там, генов, которые были переданы, но с чем связано предпочтение каких-то вот особых отличающихся лиц. И тут существует несколько гипотез по этому поводу. Ну, во-первых, это гипотеза эволюционного компромисса. И начать рассуждение о ней стоит с того, что обычно исследования показывают, что партнеры выбирают эквивалентных себе, скажем так, по красоте. То есть женщины с более привлекательными с мужской точки зрения, да, лицами выбирают мужчин, соответственно, более привлекательных для женщин. То есть есть вот такое вот некоторое соответствие по уровню красоты, или это же называется брачная ассортативность. И суть гипотезы компромисса заключается в том, что женщины, которые имеют, скажем так, средний уровень красоты, да, вот это вот воспринимаемой мужчинами, то есть средний уровень феминности, они могут выбирать себе мужчин, которые не являются слишком мужественными. По какой причине? Потому что мужественные мужчины, которые склонны, опять-таки, к тому, чтобы чаще менять партнеров, это тоже есть такая закономерность, она вот как раз-таки в связи с корреляцией с нарциссическими, психопатическими чертами тоже существует, опять-таки, и женщина, которая знает, что ее партнер может быстро от нее уйти, и она вряд ли быстро найдет следующего, она выбирает, идет, скажем так, на некий компромисс и выбирает партнера менее мужественного, но более, с большей вероятностью заботливого и верного, да, то есть тот, который не уйдет от нее так быстро. То есть существует вот этот вот такое некое соответствие находит женщина. И в то же время, почему считается, что женщины, которые обладают как раз-таки вот этими вот признаками, выраженными полового диморфизма, которые являются более предпочтительными для мужчин, почему они соглашаются на то, чтобы выбирать себе более маскулинных, но менее верных партнеров. И это, кстати говоря, это такой краеугольный камень всей психологии. Об этом, вот, кстати говоря, вот эта вот тема абьюзивных отношений, женщины сами находят себе как бы мужчин такого типа. Они изначально сознательно или в большей или меньшей мере сознательно выбирают себе партнеров, которые интересны другим, которые более привлекательны, более мужественны, но они соглашаются на это, потому что они, скажем так, обладают определенной внутренней уверенностью, что они смогут, когда он от них уйдет, смогут найти себе другого. И эта внутренняя уверенность основана на том, что они имеют достаточно внимания от других мужчин, да, изначально в течение всей своей жизни. Но на сознательном уровне, как мы знаем, все намного сложнее, они действительно привязываются, потому что все эти черты, они связаны с влиянием окситоцина, да, связаны с влиянием половых гормонов, и это опять-таки вызывает еще и привязанность, поскольку это социальные гормоны, они очень ориентированы на межличностный контакт. И опять-таки на сознательном уровне то, что мы видим, то, что действительно они больше страдают, хотя опять-таки этот выбор был ими сделан уже задолго до того, как они, собственно, вступили в эти отношения. Вот таким вот образом. Ну, второй пункт, мы уже немного о нем поговорили, это роль других качеств в половом отборе. Ну и первое качество, это, конечно, то, что мы сказали, это заботливость и верность. И вторая такая вот гипотеза, то есть и второе качество, на которое, безусловно, существует отбор в человеческой популяции, это интеллект. То есть, конечно, и вот в принципе, то, каким человеческий вид является сейчас по сравнению с остальными. То есть мы являемся более как бы интеллектуальными, мы являемся менее агрессивными. Вот это вот тоже считается, что значительный вклад в развитие этих признаков как раз-таки внесли самки, которые в течение длительного эволюционного периода выбирали
более верных, менее агрессивных и более интеллектуальных самцов. И вот если мы говорим о примерах, которые здесь приведены, да, вот можете посмотреть, там здесь актрисы, модели и актеры приведены, и вот наверняка у каждого найдется там своя аудитория, да, поклонников, которые вот предпочитают, скажут, что это вот необычно, какая-то харизматичная красота, что этот актер талантливый, в связи с этим он является очень привлекательным. Но, опять-таки, мы должны учитывать такой фактор, что это все-таки актеры, они смогли проявить свой талант, и они обладают более высоким, скорее всего, социальным статусом, чем те, кто на них смотрит. И таким образом, то есть это уже тоже является преимуществом определенным. И, ну, подумайте, например, если вот так просто порассуждать, вот, допустим, Бенедикт Камбербэтч, да, ну, тоже такой достаточно харизматичный, или вот тот же самый Венсан Кассель, вот представьте, что если бы это были не какие-то всемирно известные актеры, а просто ваш безработный сосед, у вас был бы один безработный сосед, который выглядел бы таким образом, а второй был бы похож на Генри Кавилла, например, или кого-то еще, какие есть там известные, не знаю, Леонардо Ди Каприо, хотя у него тоже средний уровень привлекательности. Ну, в общем, обладал более такими конвенциональными, да, чертами привлекательности, кого бы из них выбрали вы с большей вероятностью. Это такая тема для рассуждения. Итак, разные стратегии для коротких и долгих пар. Это тоже фактор, который следует учитывать. Существуют исследования, которые показывают, что, во-первых, мужчины выбирают женщин по-разному, если выбирают для коротких и долгосрочных отношений. Ну, во-первых, когда выбирается партнерша для короткосрочных отношений, то больше внимания уделяется ее внешней привлекательности, фигуре, да, телу. И это опять-таки с чем связано? С тем, что нужно быть уверенным в том, что твои гены будут переданы, что эта женщина фертильна и не беременна. И в долгосрочных отношениях нас уже больше интересуют какие-то другие качества, да, интересует верность, интересует там даже самая, опять-таки, юность, сколько еще она сможет, в принципе, рожать детей, кроме того, что она сейчас может его родить. То есть тут существуют некоторые отличия. То, что касается женщин, у нас все вообще очень интересно, потому что у нас все связано с циклом, да, с нашим месячным циклом. И вот действительно много исследований по этой теме существует, которые показывают то, что в период, когда у женщин, ну, в период овуляции, будем говорить, то есть когда максимальная вероятность оплодотворения, да, это период рецептивности это называется, женщины выбирают мужчин с более маскулинными лицами. И после овуляции, то есть постепенно предпочтение более фемининных, более женственных лиц, там, менее экстремально мужскими признаками, оно снижается. И это как раз-таки подкрепляется так называемой гипотезой сексуальных сыновей, согласно которым женщине выгодно в период рецептивности изменить с более маскулинным мужчиной, да, который интересен многим женщинам, и получить для своих сыновей, опять-таки, эти же гены, которые позволят ей лучше продлять свои гены. В то время как в остальной период, то есть на длительную перспективу, ей выгоднее остаться с менее привлекательным, да, но более верным и заботливым мужем, который будет заботиться о ней и ее потомстве. Ну, вот таким вот образом. Такая эволюционная, в общем-то, математика. Ну и еще одна, конечно, гипотеза существования разных вкусов, и я думаю, что это совершенно не гипотеза, но это как бы такой существует феномен, то что действительно существует разнообразие в популяции, и вот это разнообразие вкусов, оно в том числе поддерживается. Если вот когда мы говорили о одинаковых лицах, да, об усредненных лицах, там у нас это поддерживала гипотеза такой гетерозиготности, то есть максимального разнообразия генов в одном
человеке, то когда речь идет о том, что у человека ярко выражен преобладает какой-то один, другой признак, то есть он является таким вот смещенным, да, от центра, то вероятно, что его генетическое разнообразие тоже больше. И, соответственно, ему выгодно смешать свои гены, да, совместить с генами человека, у которого такое же разнообразие, ну, скажем, эти гены противоположны. Ну, например, там, когда у одного очень широкое лицо, высокий рост, да, то ему выгодно найти партнера, у которого противоположные признаки, для того, чтобы потомство получило усредненные признаки. Но, опять-таки, тоже такая вот генетическая уже математика. И это все имеет определенные исследовательские, скажем так, подтверждения, да, в исследовательских работах. Итак, теперь давайте обобщим все вышесказанное и скажем о том, какие же признаки являются вот ключевыми, да, для определения красоты. Во-первых, это сигналы здоровья, как мы сказали. Сюда входит усредненность, симметрия, соответствие какому-то визуальному балансу. То есть то, что человек в принципе не угрожает нам, как минимум, тем, что мы можем от него чем-то заразиться и тем, что с ним что-то произойдет в ближайшей перспективе. Второе – это сигналы молодости. И это важно на эволюционную перспективу и в первую очередь важно для женского пола. И третье – это сигналы полового диморфизма. И вот эти вот сигналы полового диморфизма – это то, на что мы как раз-таки часто сознательно в первую очередь обращаем внимание. Итак, как же выглядит идеальное лицо, да, наиболее привлекательное, как показывают исследования наиболее красивых людей, актеров, моделей, да, которые являются, ну, скажем так, в тренде, да, в определенный период времени. Для того, чтобы лицо считалось эталонно красивым, нужно совмещение всех этих трех категорий в одном лице. То есть это лицо должно иметь здоровый вид, быть сбалансированным, иметь, скажем так, совмещенность признаков. Оно должно иметь признаки некоторой юности, молодости, да, которые сигнализируют о, опять-таки, его высоком потенциале, и иметь признаки полового диморфизма, о котором мы уже сказали. И тут еще один момент с этим связаны. Признаки полового диморфизма, они могут принадлежать не только к своему полу, но и к другому. Например, у женщин такой признак, как высокие скулы или густые брови, может быть также предпочитаем, да, в определенном, ну, скажем так, определенными мужчинами или в определенных там периоды, да, в связи с тем, что это признак, который сигнализирует еще и о зрелости. То есть одновременно, если совмещены в лице вот эти вот признаки молодости, такие как там пухлые губы, большие глаза, и признаки зрелости, как то высокие скулы и, допустим, там более густые брови, это свидетельствует о том, что собственно, скорее всего, это молодая, но уже зрелая женщина с хорошим там набором генов, с хорошим стабильным развитием. И, в общем, вот это все вот это вот огромный такой эксплицитный опыт, он нам выдается в субъективном ощущении приятности и такого вот положительного ощущения от этого лица. Не знаю, как вам, а мне наблюдение за красивыми лицами доставляет огромное удовольствие, но в частности, не могу сказать этого о женских, но вот, по крайней мере, мужских, я действительно испытываю определенное такое вот эмоциональное удовольствие, да, эмоциональный отклик. И в конце хочу вам показать несколько пар, которые обладают достаточно выраженными как раз-таки признаками вот всеми привлекательности и достаточно выраженным половым диморфизмом. Посмотрите, это пара турецких актеров. Бурак Özçivit и Фахриев Джен. Ну, Фахрия, естественно, имеет, ну, как все, наверное, звезды, особенно женщины, множество там хирургических коррекций. Но, тем не менее, понятно, что все эти коррекции, они работают в определенном направлении. В каком, мы уже знаем. И вот мы видим результат. Действительно, такое маскулинное, фемининное лицо. Дамиана Давид и его новая пассия. Вот то же самое мы видим, экстремально выраженные черты у него и такие вот тоже детские, да, бэби-фейс у его партнерши. Генри Кавилл со своей женой
Генри мы уже хорошо разобрали, у нее мы тоже в лице видим признаки вот этой вот компактности, да, детскости, увеличенные глаза, и, в общем-то, достаточно такой женственный вид. И я сюда добавила еще фотографию себя со своим мужем, да, это вот селфи, оно там не соответствует. Ну, понятно, что там пропорции не идеальны, но тем не менее вот этот как раз-таки то, что хотела показать признак полового диморфизма, он в парах достаточно проявлен, поэтому можно сказать, что вот эта вот гипотеза, она вполне имеет право на существование. Ясно, что существует много других пар, но у меня не было цели сегодня это продемонстрировать. Поэтому спасибо вам за внимание, спасибо за просмотр, задавайте вопросы, пишите свои комментарии, согласны ли вы с такой интерпретацией красоты, какие у вас вкусы, соответствуют ли такие вот ваши вкусы, да, каноническим представлениям о красоте, или у вас какие-то есть специфические особенности. Комментируйте, подписывайтесь на канал, если вам интересно. У нас еще будет подобный контент. Всего хорошего!